Осторожно, опасность. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, что я могу сказать, мои хорошие, в вашей жизни было магическое воздействие. На ком-то и сейчас оно есть. Вы, я думаю, либо же сами это чувствуете, либо подозреваете, причем здесь не обошлось без участи вашей бывшей женщины. Женщины с характером, женщины, с которой было много неприятных моментов. Довольно сильная, склочная, у нее сильная энергетика, она может даже сама владеть магией, ну, либо же кому-то ходит, может проиграться тоже. Женщина, на которую вы, возможно, до сих пор подсели, да, хоть и расстались, но есть из вас те, которые, ну, не могут ее отпустить. Ощущение, как будто она вас приворожила, да. Либо же не получается новая личная жизнь, потому что постоянно возвращаетесь к ней, постоянно возвращает, ну, мысленно я имею в виду, да, постоянно вот она как будто вас зацепила и не отпускает. У кого-то из вас проиграется, что сейчас, может быть, вы не в самом лучшем, не в самом ресурсном своем положении находитесь. У кого-то может проиграться даже вот психоэмоциональное выгорание, ужасная усталость. Это может быть и вот действительно вот психологическое выгорание. У кого-то могут быть и физическое, вот чисто физическая даже усталость, когда, допустим, либо же вы вот себя просто не бережете, да, работаете 24/7, может быть, редкие очень выходные, кто-то, может быть, вообще без отдыха, без отпуска, да, либо же даже если есть выходной, вы еще впахиваете и дома достаточно много. Поэтому, ну, ресурсов, знаете, ресурсов уже очень мало, энергии очень мало у вас осталось. Вы это все прекрасно знаете, вы это все понимаете, но, как говорится, а что делать, да, а кто за меня сделает? То есть, ну, такие вот рассуждения. Напишите, давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, вы сейчас, как вот вы думаете, вы выгорели эмоционально, там, либо физически, либо вы еще живчики, полны сил и энергии. Напишите, ребят, как вы себя чувствуете. У вас есть человечек рядом, который, в общем-то, вам поможет и в радости, и в горе. Это может быть друг, у кого-то брат, сестра, родственники, у кого-то это может быть и коллега, и ваш друг одновременно. Ну, то есть рядом человек, которому вы доверяете, может быть, что-то свое самое сокровенное, свои все тайны. Ну, то есть это такая ваша, как правая рука, очень близкий вам человечек. Очень не любите холодных женщин, очень не любите женщин с характером, продуманных, расчетливых. Это такое ваше, ну, опасение, это самый большой страх вашей жизни, наверное, снова попасть, нарваться на такую женщину, которая была, ну, подобную той, которая была в вашей жизни. У вас очень классная интуиция, ребята, но не всегда вы ею пользуетесь. Бывает, чувствуете себя вот как слепой котенок. Вроде бы сильный мужчина, а вот принять какое-то решение, вот особенно если это очень важное для вас решение, бывает, теряетесь. Бывает, может быть, даже просите совета у своих близких, вот друзей, приятелей, да, вот как-то начинаете замешкиваться, что ли, немножко. Вы, в общем-то, знаете, еще по своей, по своей натуре, ну что ли, ну такой немножко экстремал еще, либо занимались экстремальными видами спорта. Бывают сейчас тоже у вас такие моменты, когда хочется, ну, что-то такое учудить экстремальненького, да? Порой можете баловаться какими-то такими, либо же развлечениями, может быть, видами спорта. Это такое, знаете, как привет из прошлого. Даже если раньше вы что-то чудили, то сейчас, может быть, и чудите, но уже не так, либо же очень-очень редко, да, вот эти все экстремальные штуки свои. Не приемлете, категорически не приемлете вранья. Сразу же
пресекаете таких людей, вы их, во-первых, чувствуете, у вас очень классная интуиция, как я уже сказала, пресекаете и отрезаете, удаляете из своей жизни таких людей, да, которые хоть немножечко несут фальши. Я вам скажу так, у вас есть очень хорошие ангелы-хранители еще, да, я отметила бы. У кого-то из вас точно были, ну, такие кризисные, непростые ситуации, когда вы могли, ну, отправиться, мягко говоря, туда, к прародителям, да. Это были опасные ситуации, но, может быть, в последний момент, может быть, каким-то мистическим образом вы выходили вот сухими из воды, да. Ну, к примеру, вот такой не очень хороший пример, но просто чтобы вы поняли. Ну, допустим, человек попадает в аварию, все погибают, а один почему-то вот остается, и на нем не царапины. Ну, может быть, там пару царапин. Вот, ну, в таком плане, да, кто-то в другой ситуации был. Ну, то есть, что вы могли там погибнуть, там что-то могло случиться, но ангелы-хранители у вас очень-очень сильные. Особенно одного я бы отметила, и мне показано, что это мужчина какой-то. Это может быть у кого-то отец, у кого-то дедушка, там прадедушка, дядя, может быть. Но это что-то по крови, это мужчина по крови. У вас есть и другие ангелы-хранители, но этот самый-самый сильный, и он вас ведет по жизни. Возможно, даже не одна ситуация была, из которой вас спасали. Личную жизнь, особенно сейчас как-то вот вы не завязываете серьезные отношения, да, ну так, романы у кого-то могут проиграться, а вот серьезные отношения могут быть у вас такие довольно проблемные. Во-первых, у кого-то, как я уже говорила, может магия проиграться, да, что вам сделано, у вас перекрыта просто вот личная жизнь магическим образом. У кого-то может проиграться то, что вы сами видите, да, что вокруг, ну, такие девочки-бабочки, да, порхают, корыстные, им выгода, и постоянно что-то нужно, да, но только не любовь, только не серьезные отношения. Поэтому тоже может проиграться, что вы, ну, не видите в окружении достойную женщину, а какие-то корыстные финтифлюшки, они точно вас не привлекают. Давайте-ка смотреть, в чем же опасность. Да, я буду называть разные ситуации, а вы просто переворачиваете под себя, кому что подходит. Значит, ребята, которые связаны, может быть, с водой. Это могут быть, ну я не знаю, там моряки, может быть, там кто-то из вас на лодках плавает, на байдарках, да, может быть, вы каким-то спортом занимаетесь. Может быть, просто вот банальная рыбалка, она может для вас превратиться в очень печальное такое событие. Будьте внимательны, потому что может быть, допустим, либо же судно, ну, судно, лодка, да, вот, ну, смотря на чем. Может быть, кто-то на надувном матрасе будет плавать, но здесь может проиграться, либо же, ну, какая-то трещина, пробоина какая-то, да, либо же кто-то из людей, которые будут, допустим, с вами на той же лодке плыть, грубо говоря, ну, могут случайно проткнуть, да, вот, ну, бывают разные ситуации, смотря что. Либо же может быть неисправный мотор, и может быть аварийная серьезная ситуация. Поэтому обратите на это внимание. Если будете даже на банальную рыбалку выходить, вот, ну, планировать там в море, допустим, проверяйте хорошо все свои судна, все свои надувные матрасы, в общем, все, что у вас будет, дабы не было последствий с бедствиями. Далее. Есть в вашем окружении какой-то человек, который желает вам зла. Человек очень такой фальшивый, вы можете на него даже не подумать. Очень такой умелый манипулятор. Вы можете работать с ним, вы можете доверять ему. Знаете, как будто человек роет вам яму. Он может либо же вашему начальству что-то нашептывать на ушко, может распускать сплетни, может даже делать какие-то вам неприятности. Ну, допустим, если это по работе, ну, сделает там какую-то пакость, а потом скажет, что это вы сделали, да? Ну, так, я приблизительно говорю, чтобы было понятно. Человек среднего возраста, может быть даже очень веселый, очень милый, очень улыбчивый, и вы никогда на него даже не подумали бы. Но это волк в овечьей шкуре.
Поэтому обратите внимание на этого человечка, потому что может действительно сделать вам какую-то неприятность, что, ну, если это касательно по работе проигрывается, то здесь может быть либо же ну, дойти до серьезных каких-то ограничений, до наказаний, ну, у кого-то это штрафы могут быть. У кого-то, допустим, лишение премии, там, урезание зарплаты, там, часть зарплаты, допустим, могут забрать. Ну, смотря какая работа, да, и какие правила у вас. Поэтому будьте осторожны. И, ну, я думаю, слушайте свою интуицию, она у вас неплохая. Вы должны чувствовать, что это за человек. Так, далее. Откуда еще опасность? Ну, сегодня у нас, конечно, не позитивный расклад, да, ребята, потому что, ну, само название просто, чтобы предотвратить какие-то, ну, сложности, да, какие-то опасности в вашей жизни. Смотрите, у кого из вас проиграются проблемы по здоровью, может быть острый такой приступ какой-то болячки, может быть, да, начнет прогрессировать болезнь. У кого-то может быть новое что-то где-то там кольнет, начнет болеть. Возможно, вам уже предлагали либо операцию сделать, либо предложат. Но я думаю, что, в общем-то, вам нужно будет соглашаться, потому что эти обострения будут дальше, но только будет усугубление вашего состояния. Если кому-то из вас уже предложили, я вижу, что вы опасаетесь, вы сомневаетесь, вы думаете, стоит, не стоит идти резаться, да? Но, тем не менее, ну, это ваше такое спасение вашего здоровья. А здоровьем не играют, ребята. Да, здесь все будет хорошо. Вот если вы пойдете, неважно, есть у вас уже это обострение, либо в ближайшее время будет, здесь все пройдет хорошо, ребят, поэтому не накручивайте себя. У вас будет довольно неплохой доктор, все пройдет как нужно, ну и болячка отступит. Далее, опасность от женщины, ребятушки. Что это за женщина? Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Но это женщина, которую вы когда-то любили. Это женщина, которая может вам ставить палки в колеса. Женщина, которая может, знаете, вот такое ощущение, что бывшая ваша попытается втираться каким-то образом к вам в доверие, чтобы даже, я не исключаю, через постель, чтобы завладеть вашими ресурсами, да, от вас получить либо какую-то сумму денег, либо же какой-то подарок. Ну, скорее здесь все-таки сумму, да. Она начнет втираться в доверие с тем, что, ну, давай как бы останемся друзьями, ну, такими близкими друзьями, да, потому что попробовать вернуть, она понимает, что вы вряд ли будете что-то возвращать, а вот остаться хотя бы на уровне любовников, да, вот она будет по-хорошему пытаться влезать в доверие. И я вижу, что, ну, кто-то из вас точно клюнет на это, потому что не все из вас отпустили из души, из сердца, из головы, из мыслей эту женщину. Поэтому, если будет втираться в доверие, смотрите, да, это ваше личное дело, но то, что она хочет вас на денежки поиметь, это однозначно. А потом еще и какую-то гадость сделает. То есть, смотрите, вы можете начать питать какие-то надежды по поводу того, что а вдруг, да, вдруг что-то получится. Но нет, здесь будет только исключительно такой финансовый какой-то казус и не очень хороший. Причем, смотрите, еще что может проиграться. Если вы, допустим, с ней еще не доделили имущество, может быть, да, ну, какие-то юридические моменты не дорешали, она может подлезть еще и как раз под шумок, когда, может быть, даже под шофе, когда у вас будет классное такое настроение, когда вы потеряете бдительность, она подлезет, вы подпишете все бумажки, которые нужно, да, может быть, вы откажетесь от части своего дома, там, квартиры, либо еще что-то, да, ну, то есть будьте бдительны. Никаких особо бутылочек вместе с ней, да, ничего, чай, кофе, капучино и до свидос. Иначе могут быть последствия с бедствиями. Подпишите то, чего не стоит подписывать. Потом опомнитесь на утро и будет печалька.
Так, ну еще давайте посмотрим немножко, что еще за опасность может быть. Ребят, смотрите, кому-то из вас очень часто приходят души. Души умерших людей. Ну, понятное дело, что это люди, близкие вам. Это могут быть либо родственники, либо близкие друзья, которых вы похоронили, и даже, может быть, не так давно. Это, простите, у кого-то это может проиграться, но действительно довольно часто. Либо же вот в полудреме приходят, у кого-то во снах, у кого-то, ну, такие видения. Вам может казаться, что вы чувствуете прикосновение, вы можете чувствовать голоса, там еще что-то. Вас может накрывать от этого, какие-то страхи. Вы начнете себя накручивать, и может дойти до того, что ну реально придется потом обращаться к психиатрам. Я просто вас предупреждаю, что да, ваши души, вернее, не ваши, а души ваших ушедших предков, да, они приходят к вам, но не для того, чтобы что-то сделать плохое, а потому что за вами скучают, потому что хотят вот хотя бы таким образом, да, как-то прикоснуться, увидеть вас, услышать вас, да. А у вас вот будут какие-то, ну, сродни паническим атакам, да, какие-то страхи, такие вот состояния, ну, абсолютно не состояние, ну, такого здорового, адекватного человека. Поэтому смотрите, чтобы не съехала ваша психика от того, что ой-ой-ой, это ужас, приходят души, меня трогают и так далее, да, чтобы вы просто, ну, действительно не тронулись. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. Иначе, может, даже кому-то потребуется, ну, помощь психиатра. Хоть вы и понимаете, да, с одной стороны, что это да, что это свои могут быть, но вот какой-то вот панический страх может быть у вас, да, какие-то такие состояния, которые вас могут, ну, действительно так ужасать, да, вот, я даже не знаю, как это озвучить. Ну, то есть, здесь бояться нечего, ребят. Даже если вы чувствуете что-то, даже если видите. Но это свои близкие люди, которые за вами скучают и таким образом хотя бы во снах, хотя бы в полудреме, но к вам проявляются. Поэтому вот поберегите свою психику. И я бы еще сказала, что вот психику нужно тоже беречь тем, у кого есть магическое воздействие. Вы можете это подозревать, да, вот я уже говорила, вы можете, может быть, точно знать, да, либо же какие-то симптомы на себе чувствовать. Здесь могут быть скачки настроения, непонятки вообще происходить по здоровью. Но здесь без чистки вы ничего не сделаете. Поэтому, если у кого есть желание, обращайтесь, да, чем могу, помогу, сделаем диагностику, почистим, поставим защиту и так далее. Ну, можете другого кого-то выбрать, это исключительно ваше решение. Что я вам могу сказать, ребят? В любом случае, вы себя берегите всегда и везде, да, это банальные слова, но порой они так важны, что даже не всегда ведь мы слушаем свою интуицию. Нас очень часто предупреждает наш такой большой-большой подсказчик, как наша интуиция. Вот обращайте внимание, что вы чувствуете, да? Не то, что вам мозги, логика ваша подсказывает, а вот именно то, что вы чувствуете. И тогда вот будет все классно, все шикарно. Тогда вы избежите каких-то вот таких тонких ситуаций, которых может и не быть. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!